Спортивные смарт-часы с возможностью подключать нагрудный датчик и не только. Отличный дизайн, легкие материалы, большая автономность, так же, как и огромный функционал. Яркий AMOLED-экран с функцией Always On Display, перманентный мониторинг вашего здоровья, возможность разговаривать прямо с часов. И это только малая часть того, что в себе несут часы под названием Huawei Watch GT Runner. Конечно же, сейчас вам все о них расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И не забываем, что ежемесячно разыгрывается 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. В случае лютого дефицита я их уже купил на 3 месяца вперед. Они у меня лежат на полочке, будем скоро разыгрывать. Huawei Watch GT Runner, GT3 были на обзоре. GT2 были на обзоре, GT были, и вообще от Huawei практически все, что только можно, у меня на обзоре было. Это дело меня очень долго и упорно просили подписчики купить. Я это дело приобрел. По какой причине, вы все прекрасно знаете, потому что сейчас будет довольно проблематично что-то приобретать, поэтому я купил практически вообще все, что меня просили, а из новинок будем уже дальше думать. Это дело, в принципе, создано для спортсменов. Сразу негатив. Strava у нас в стране сейчас не работает. Распаковываем. Выглядят они по мне классно, максимально спортивно, и из названия и так понятно, что они для бега в первую очередь. По внешке претензий 0. По ремешку сразу самому интересно, прям безумно. Ремешок эластичный, ремешок быстросъемный. Толщина небольшая. Смотрим, что у нас здесь в комплекте. Стандартно все. У них что супер премиум часы, что не ультра премиум это часики. Пакуются везде, всегда. Цвет, блеск, красота. Мы имеем настоящую магнитную зарядку. Не пины. Висит. Многие очень этому делу радуются, я не понимаю, в чем смысл, но вдруг кто-то так заряжает ноутбук, там где-нибудь на стене висит, или, не знаю, от проектора. Следующий момент — это запасной ремешок, мне кажется. Он короче, притом так, прилично короче. Если у вас узкое запястье, допустим, как у меня, то все будет выглядеть данным ремешком значительно лучше. Будет меньше болтаться. Вот так это все будет выглядеть на руке. Циферблат довольно крупный. Видно все прям супер. По мне, опять же, все относительно. Русский язык в стоке. Как и английский. Весит это все дело с ремешком 53,6 грамма. Без ремешка. Сейчас снимем и проверим. 38 граммов весит без ремешка. 48,5 миллиметров. Всего 13 миллиметров, и это прям хорошо. Экран приятный, олеофобка хорошая. Я не скажу, что здесь огромные рамки. Цвет, блеск, красота. Я люблю Huawei, я люблю их аксессуары, не люблю как раз основную это ПО. Не идеально, опять же, по мне. Для интеграции совсем. С другой стороны, у меня сейчас есть их планшеты, их телевизор, который я очень часто рекомендовал. Понятно, что есть недостатки, но он был хорош. Он и сейчас хорош, просто стоит дороже. На него тоже будет обзор. Так что смотрим. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к очередным часам от Huawei. Благо их на канале у меня было уже море. Полетели. В продаже имеется два варианта расцветки. Это черный и серый. Дизайн лично мне нравится. Он с уклоном в спорт, но даже вне спортзала они смотрятся отлично. Подойдут по внешнему виду, разумеется, по большей части мужчинам. Брутальненькие они. За время использования дискомфорта от силиконового ремешка не было. Да и в общем сидят они на руке удобно. Но вот спать в них не совсем комфортно, хотя пару ночей смог я с ними поспать. Снимаются часы, как и застегиваются на запястье без каких-то проблем. Сами часы выполнены из прочных полимерных материалов с керамическим покрытием. На корпусе расположили с правого борта кнопку, которая в стоке выполняет переход к тренировкам, и повесить на нее можно любое действие из предложенных в настройках. Также есть поворотная кнопка из титанового сплава, с помощью которой можно войти в меню или вернуться назад. А прокручивание, которое сопровождается вибрациями, выполняет функцию навигации по меню и так далее. Далее есть динамик с хорошим звучанием, микрофон меня не особо порадовал. С тыльной части датчики мониторинга здоровья, к слову, из датчиков на борту. Геомагнитный датчик, оптический датчик для измерения пульса, датчик атмосферного давления, гироскоп и акселерометр. Летим дальше. С фронтальной части нас встречает HD AMOLED экран на 1,43 дюйма с разрешением 466 на 466 точек.
который закрыт стеклом Corning Gorilla Glass. Спящий режим максимум 20 секунд, функция, при которой экран не гаснет, можно настроить до 20 минут. И это очень круто. Также есть полноценный Always On дисплей с возможностью персонализировать его под себя. На солнце яркости хватает, автояркость работает отлично, картинка четкая и насыщенная, что очень даже хорошо, а вот скроллинг разочаровал, так как плавности лично мне не хватает, но не все так мрачно. В стоке на самих часах есть 9 циферблатов, мне не особо зашел их дизайн, уж очень он стандартный, а в приложении, если зайти в магазин с watchface'ами, можно обнаружить помимо платных вкладку с бесплатными циферблатами. Да, их немного, но уже что-то. Вдобавок свое фото, разумеется, можно повесить. Ну и не только фото, картинку, какая вам понравится. Для безопасности можно установить 6-значный пароль. Далее по свайпам с главного экрана сверху вниз панель быстрого доступа, снизу вверх уведомления, слева направо погода и быстрый доступ к плееру, справа налево виджеты. Меню обширное, я перечислю основное интересное. К примеру, определение лактатного порога, перманентное измерение пульса, кислорода в крови, также перманентно сна и уровня стресса. К слову, сон со всеми фазами считывают они хорошо. Пульс и кислород в крови у воздуха не измеряют, а на руке часы измеряют неплохо. И, к слову, хорошо, что есть адекватные графики на самих часах. Далее есть контакты, которые можно занести в приложение. Журнал вызовов также присутствует. С часов можно звонить и разговаривать. Мне собеседника слышно хорошо, а вот меня не очень, при том, что разговаривал я довольно громко. Принимать звонки, конечно же, можно. Уведомления приходят с небольшой задержкой, иконки приложения отображаются, а вот смайлики нет. Но что странно, что ответить на смс можно с помощью эмодзи, а вот клавиатуры или голосового ввода не предусмотрено, так же, как предустановленных каких-нибудь сообщений. Но есть быстрые ответы для вызовов. Вибромоторчик хороший и настраиваемый, вернемся к меню. Помимо того, что я перечислил, на борту также есть плеер, в котором можно загружать музыку через приложение, либо регулировать громкость и переключать музыку, воспроизводимую прямо на смартфоне. Далее барометр, компас, секундомер и таймер с возможностью фоновой работы. Значит, многозадачность какая-то, но есть. Кошелек на борту, но для нас это не актуально на данный момент, по крайней мере, или вообще, не знаю, может быть, UniPay нас спасет. Далее в настройках можно подключить Bluetooth устройство, к примеру, наушники или Bluetooth колонку и даже нагрудный датчик, датчик скорости каденса и датчик мощности. Также можно настроить часы под себя и обновить прошивку. Летим дальше. Внутренняя память на борту 4 гигабайта, тренировок на борту около 100 штук и водные тоже присутствуют. Также есть оценка бега, часы быстро определяют местоположение, карты строят хорошо, погрешность в моем случае была около 1 метра, опять же в городских условиях. Во время тренировки можно спокойно воспользоваться плеером, посмотреть маршрут и не только. Емкость аккумулятора 451 мАч, полный цикл зарядки занимает около 2 часов, также они поддерживают беспроводную зарядку. Автономность с включенным Always On дисплеем в интенсивном использовании составляет не больше 5 дней, но при их функционале и ярком дисплее более чем хорошо. За одну 30-минутную тренировку с подключенным GPS уходит всего 3%, это прям топчик. Водостойкость 5 атмосфер, я окунул их в проточную воду, но с ними ничего не произошло, что было и так очевидно. Летим дальше. Приложение Huawei Здоровье. В нем можно посмотреть заряд аккумулятора часов в процентах, настроить мониторинг здоровья, загрузить приложение из небольшого списка. К примеру, я загрузил калькулятор, что очень удобно. Далее есть настройка быстрых ответов, включение функции, при которой будет приходить уведомление, если часы отключились от вашего устройства, с которым они в паре. Очень удобная штука, не на всех браслетах это даже есть. И последнее — это обновление прошивки. К слову, мне приходили уже 2 новые прошивки за неделю использования, это прям удивительно. Минусы, разумеется, присутствуют, но я понял одно, что производитель не спеша, но фиксит все проблемы. Лично для меня я выделю плохо работающий микрофон, нет лично под меня привлекательных циферблатов, нет быстрых ответов или голосового ввода для ответа на смс-уведомления. На данный момент не нужная нам NFC, и не забываем, что нет, разумеется, здесь никакого eSIM. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, они пока адекватны, пока часы еще по старым ценам, во всяком случае в долларовом эквиваленте. Опять же, если хотите расплачиваться не рублями, а выгодно, я считаю, долларами на том же Али, читайте мой телеграм-канал со скидками по ссылке в прикрепленном комментарии, выходит значительно дешевле. Для примера, сегодня курс на Али был 146, а если оплачивать через Киви, то получилось бы 120. В целом, вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я обязательно туда скину промики. В конце марта будет распродажа на Алиэкспрессе. Вопрос, как это все будет происходить в условиях этого курса, я понятия не имею, но промокоды будут, и какие-то локальные товары, я уверен, можно будет приобрести довольно выгодно. Главное заранее определить, что вам нужно, и это уже искать. Резюмирую, часы хороши, есть возможность подключить доп. Устройство для тренировок, к примеру, нагрудный датчик, и слушать музыку прямо с них, то есть закачивать туда музыку, подключать Bluetooth наушники и радоваться жизни. Вдобавок, автономность, конечно, не та, которую нам заявили, но они и так себя отлично показали. Яркий и четкий экран,
много полезных функций, GPS-навигация, которая великолепно отрабатывает. Мне кажется, их еще допилит, и получится вообще шикарные часы для любителей позаниматься любым видом спорта. Комьюнити и поддержка у этих часов просто космос, то есть вы получаете девайс, которым пользуются уже море людей. И помимо всего, они реально удобны. Стиль у них, по мне, максимально универсальный и продуманный. Не забываем подписываться на телеграм-канал Взаимопомощи, там больше 6000 человек, скоро YouTube совсем прикроют. И VPN нам тоже не поможет, я думаю, что их тоже все забанят. Но, как говорят большинство моих знакомых, я позитивно не мыслю, хотя это часто меня и спасает. Надеюсь, вас будет тоже спасать подготовка ко всему. Поэтому подписываемся в сообщество ВКонтакте, я туда буду скидывать обзоры, буду, разумеется, на YouTube выкладывать, если сможете со своим VPN посмотреть, и в телеграм-канале Взаимопомощи тоже, как и в телеграм-канал скидок. Девайсу однозначное да, канал еще раз только про технику, девайсов будет еще море, накупил на 2 месяца вперед. Подписывайтесь с колоколом, добра и удачи вам, дорогие друзья!